Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Ваш мужик лежит на диване и ему все пофигу, либо в принципе некому наточить ножи. Сегодня мы с вами попробуем 3 точилки, от самых дешевых до среднедорогих, и посмотрим, как они на самом деле точат и точат ли они на самом деле. Погнали! И для начала взглянем на режущую кромку нашего ножа. Она просто уничтожена, здесь ее, можно сказать, совершенно нет. И для начала скрываем вот эту вот точилку. Стоит она, по-моему, 152 рубля. Заказывал я ее на Яндекс.Маркете. Здесь у нас все с вами написано, как держать, как точить. Очень плохого качества, так сказать. Посмотрите, здесь везде весь обой этот торчит. 3 саморезика и 2 варианта заточки. Для ножниц и для, так сказать, ножей. Ставим нож в нож, так сказать. Берем, как показано у нас в инструкции, и проводим. Ужасный звук, просто как серпом по яйцам. Все, проводим сразу второй раз. Господи, аж скулы сводят. И третий. Просто кромка еще более уничтожена, она просто вся разодрана в клочья. И видно, что точилка просто содрала верхнюю часть металла, посмотрите. Уничтожение ножа, то есть другими словами я назвать это не могу. Сказать, что данная точилка это какой-то выход из ситуации, я не могу. Давайте попробуем на бумаге, изменилось ли что-то. То есть, как вы видите, никакого эффекта данная точилка не принесла. То есть, как нож не резал, так он и не режет. Давайте попробуем еще пару раз пройтись данной чудо-точилкой. Ну, нож стал, как бы сказать, более-менее рвать бумагу, но о хорошей заточке здесь речи не идет. Наточенный нож должен работать вот таким вот образом. Данная точилка полностью не подходит для использования на ножах. Это просто выкинутые в помойку деньги. Она стоит 152 рубля, не точит от слова совсем, и проще уж купить самый-самый дешевый нож, который прослужит хотя бы 2-3 месяца, но не вот это вот говно. Следующее, что мы с вами сделаем, это затупим нож обратно. Все, берем вот так точилку и просто... Все, открываем следующую точилку. Вот такой вот китайский вариант. Стоит она что-то 192 рубля. Но здесь у нас уже хотя бы керамика, хотя бы мы что-то можем с вами немножко бы, так сказать, и исправить. Довольно-таки удобная. Здесь уже все стоит хорошо на столе. Ничего не надо делать. Пробуем, что получается у нас. Раз, два, 3. Но метод точно такой же, так сказать. Здесь у нас обдирается, грубо говоря, 2 твердосплавными пластинами. Хотя бы чуть-чуть получше. На 40 рублей дороже, но гораздо лучше. Следующее. Это у нас вторая. По крайней мере, эффект заточки точно есть. У меня все тело в мурашках. Все, финишная, так сказать, заточка. Давайте по 6 раз. 3, 4, 5, 6. Все, можем ли мы сразу с вами резать бумагу? О да! После данной точилки мы с вами хотя бы как-то можем что-то резать. Дайте мне помидор. Укладывая на помидор ножик, мы с вами, не надавливая на нож, можем его, в принципе, разрезать. То есть, да, не прорезаем мы, конечно, до конца. Но, тем не менее, нож режет, как бы салатик накрошить вы сможете. И в сухом остатке что мы получаем? Что данная точилка, в принципе, полностью не годится для использования. Может быть, в походе где-то как-то, если совсем затупился нож, вы там можете что-то подергать, и что-то у вас будет резать. Но для домашнего использования она полностью не годится, не тратите свои деньги. Здесь хотя бы вы что-то можете заточить. Следующая и последняя точилка, которую я хотел бы вам показать, это точилка Tupperware. Ее не просто так купить на просторах нашего, так сказать, необъятного интернета, но эта точилка не имеет никаких металлических и, так сказать, твердосплавных элементов. Как она работает? То есть вы точно так же берете и вот так вот протягиваете нож. Все, чувствуем, что ножик начал ходить более-менее плавно. Переходим на вот эту вот керамику, которая уже более-менее гладенькая. И, соответственно, вот так. Добираем, так сказать, чистоту. И вот такого вот результата мы с вами добиваемся на точилке Tupperware.
То есть здесь нет никакого продольного реза от твердосплавных пластин. Здесь есть просто, так сказать, царапины от керамики. И вот такого результата мы с вами добились с помощью точилки мышонок. Девушки, дорогие дамы и подписчицы, вы просили показать вам способ, которым можно легко и просто заточить нож в домашних условиях без использования мужика, так сказать, без использования точильной системы и так далее. Но есть единственный минус у данной точилки. Она стоит 2400 рублей, а то и больше, смотря где вы ее найдете. Нож после заточки данной точилкой режет уже более-менее нормально. То есть помидор не давится, его уже можно хотя бы порезать на кубики. То есть вот такого вот эффекта мы с вами добиваемся. После данной точилки хотя бы бумага начинает резаться. Не так, как в Самуре, да, но тем не менее она режется. Самуры, конечно, просто небо и земля, но тем не менее для домашнего использования данной точилки и данного, так сказать, заточного механизма вполне достаточно. Он с легкостью порезал помидоры, с легкостью, в принципе, режет бумагу, и, в принципе, нож довольно-таки острый. Все ссылочки на точилки и нож я оставлю в описании. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит твой бюджет. Пока!